Костик был первым человеком в деревне, веселым и добрым. С ранних лет отец приучил его к упорному труду. Парень отслужил в армии и пытался найти себя в большом городе, но судьба вернула его в родное село. Он нашел работу на ферме и почти сразу зарекомендовал себя как хороший работник. Сегодня он поехал на своем тракторе убирать кукурузу. Вскоре, в течение 2 часов, Костич справился с работой, заглушил трактор и вышел подышать свежим воздухом. Он взял сэндвич и термос и сел на капот трактора. Откусив кусочек, он с интересом рассматривал заброшенные здания неподалеку. «Интересно», — подумал он, спрыгнул с капота и направился к заброшенному зданию. Наш герой знает, насколько опасными могут быть подобные места, поэтому он максимально осторожен. Но, пройдя 2 здания, он не нашел ничего интересного. Он вылез через гниющее окно и уже собирался идти к трактору, когда его внимание привлек звук чьего-то крика. Несмотря на осторожность, он чуть не упал в старый, заросший колодец. Парень присел на край и стал смотреть в теневое отверстие в земле. Звук шел оттуда, подумал он. Щенок или что-то вроде. И действительно. Щенок? Парень задумался, как ему вытащить маленького пленника. Вспомнив, что на тракторе есть веревка, он подогнал большую тележку поближе к колодцу, привязал веревку к трактору, взял мешок и начал медленно спускаться в темный колодец. Когда он достиг дна, то стал звать щенка, который почему-то не бежал к нему. Костик достал свой мобильный телефон и начал освещать окрестности, но потом застонал. Он рассчитывал, что там сидит щенок, но когда увидел зверя, тот уже пытался вылезти. В колодце сидели маленькие волчата. Костик простоял несколько мгновений, не веря своим глазам. Колодец, в котором он оказался необычайно глубоким и темным. Но самое странное было то, что здесь, на дне, находились не просто щенки, а маленькие волчата. Они были очень худенькими и слабенькими, покрытыми грязью и мокрыми. Кажется, они были здесь уже довольно долго. Костик почувствовал, что его сердце сжимается от сострадания. Он сразу понял, что эти маленькие создания без его помощи не смогут выбраться. Он быстро достал свой мобильный телефон и начал освещать окрестности. Все волчата смотрели на него с голодными глазами, надеясь на помощь. Костик понял, что ему нужно как-то достать их из колодца. Он обернулся вокруг себя и заметил старый веревочный канат, висящий на стене колодца. Костик быстро подобрал его и начал медленно спускаться по стене колодца, держа веревку за руки. Он чувствовал, что его сердце колотится от волнения. Когда Костик достиг дна, он увидел, что волчата беспомощно пытаются дотянуться до края колодца, но никак не могут вылезти. Костик понял, что ему нужно действовать быстро. Он осторожно схватил одного из волчат за шкуру и начал поднимать его вверх. Маленький волчонок оказалось очень легким, и Костик смог без труда поднять его к верху колодца. Он осторожно передал его кому-то из людей, стоящих у края колодца. Затем он опустился обратно, чтобы спасти остальных волчат. Таким образом, Костик поднял каждого из волчат из колодца и передавал их людям, чтобы те могли поставить их на безопасную землю. Все это время волчата кричали и писались от страха и изнеможения. Последним из колодца был поднят самый маленький и слабый волчонок. Костик осторожно взял его в руки и передал его в руки молодой девушке, которая была поблизости. Когда все волчата были спасены, люди начали искать их мать, но не нашли. Видимо, она погибла или убежала, оставив своих малышей на произвол судьбы. Костик почувствовал грусть и жалость к этим маленьким существам. Волчата были такими беззащитными и нуждались в помощи. Он решил, что не может оставить их одних и решил взять их с собой. Так началась новая жизнь для Костика и маленьких волчат. Он взял их домой и назвал каждого по имени. Они стали его верными и преданными друзьями, которых он никогда не забудет. Костик узнал, что волчата требуют особого ухода и воспитания. Он читал книги и изучал все, что только мог,
чтобы обеспечить им наилучшие условия жизни. Он стал их опекуном и защитником, всегда готовым помочь и заботиться о них. С годами волчата выросли в больших и сильных волков. Они стали отличными охотниками и защитниками. Вместе они проводили множество приключений и никогда не расставались. Костик понял, что это был судьбоносный день, когда он упал в колодец и обнаружил этих маленьких волчат. Он спас их, и они изменили его жизнь навсегда. Теперь он знал, что любая помощь, даже самая маленькая, может сделать большую разницу в жизни других существ. Их история стала легендарной в их маленьком городке. Костик и волчата жили долгую и счастливую жизнь, всегда помогая другим и делая добро. Их история стала примером для всех о том, что никогда не следует оставаться равнодушным к страданиям других существ, будь то люди или животные. Итак, Костик и его маленькие друзья, волчата, показали всем вокруг себя, что доброта и сострадание могут изменить мир. Они доказали, что каждый из нас имеет силу помочь и сделать мир лучше. Их история осталась навсегда в сердцах тех, кто слышал ее, и воплотила самую глубокую суть человеческого сострадания и любви к животным. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.